В главном холле больницы Сент-Олден раздался яростный крик. Генеральный директор Реймонд Холт публично отчитывал новую медсестру за неповиновение. Персонал застыл, все давно знали его вспышки ярости и умели лишь опускать глаза. Но женщина у стойки не шелохнулась. Она стояла спокойно, почти неподвижно. Когда Холт шагнул вперед и поднял руку, чтобы ударить ее при всех, никто не успел даже вскрикнуть. За 1,8 секунды она перехватила его запястье, вывернула руку и заставила его опуститься на пол. В холле наступила абсолютная тишина. «Кто ты такая?» — закричал Холт. «Эмма Хейс», — ровно ответила она. Бывший боевой медик корпуса морской пехоты США. Эмма недавно перевелась в больницу после многих лет службы. Спокойная, вежливая, внешне хрупкая, большинство считало, что она долго здесь не продержится. Никто не знал, что за этой тишиной скрывается опыт войны. Она быстро заметила атмосферу страха. Медсестры дрожали, услышав шаги Холта. Врачи меняли мнение на полуслове, если он входил в кабинет. Люди плакали в кладовых, у персонала начались панические атаки. Все знали, Холт разрушает карьеры, и совет директоров его прикрывает. Однажды в холл доставили пациента с остановкой сердца. Реанимация была перегружена, врачи заняты. Холт снова начал кричать, обвиняя персонал. Эмма не стала ждать разрешений. Она начала реанимацию, четко раздавая команды. Холт попытался вырвать оборудование, но она его проигнорировала. Один разряд, и сердце пациента снова забилось. «Вы уволены!» — выкрикнул Холт при всех. «Ваши протоколы чуть не убили его», — спокойно ответила Эмма, глядя ему прямо в глаза. На следующее утро Холт собрал весь персонал, объявив дисциплинарное разбирательство. Он снова попытался унизить Эмму публично и снова оказался на коленях. Когда она показала удостоверение морской пехоты, зал взорвался шепотом. Все стало ясно. И тогда произошло то, чего боялись и ждали годами. Сотрудники начали говорить об избиениях, угрозах, подделке отчетов, сокрытии медицинских ошибок. Совет директоров, появившийся в зале, потребовал немедленного отстранения Холта. Его вывели под охраной, в полной тишине. «Эпоха страха закончилась», — сказала Эмма. Расследование стало национальным. Холта уволили и передали дело правоохранительным органам. Эмму попросили временно возглавить реформу внутренней культуры, с условием, что изменения будут идти снизу. Она внедрила анонимные каналы жалоб, реальные меры защиты персонала, камеры безопасности. Но главное, каждое утро она обходила отделение, разговаривала с людьми и слушала. Через полгода больницу было не узнать. Люди перестали бояться. Медсестры говорили уверенно. Врачи спорили без страха. Эмма вернулась к обычной работе с пациентами, но ее влияние осталось. Позже она выступила на национальной медицинской конференции. Самая тяжелая битва в моей жизни была не на войне, а в больничном коридоре. Мужество — это не отсутствие страха. Это решение действовать, несмотря на него. Ее история дала другим разрешение быть смелыми. Не все битвы ведутся оружием. Некоторые — честностью, спокойствием и шагом вперед, когда все остальные замирают.